А если диабет первого типа, какой должен быть завтрак? Если у ребенка или взрослого диабет первого типа, то завтрак – это крайне важный прием пищи. В первую очередь он помогает стабилизировать уровень сахара на целый день, предотвратить резкие скачки глюкозы, которые особенно опасны утром, и поддержать агни, то есть огонь пищеварения, который не перегружает организм и улучшает, в принципе, впитывание, всасывание различных микроэлементов. Он также, то есть утренний завтрак помогает уменьшить воспаление и поддержать иммунитет. Принципы завтрака при диабете первого типа по аюрведе. В первую очередь это теплая пища, не холодная еда. Умеренный легкий завтрак, не тяжелый, не жирный, не очень сладкий, с низким гликемическим индексом, то есть медленные углеводы. Обязательно добавляем специи для поддержания агни и контроля сахара, к примеру, имбирь, корица, гвоздика, которые можно добавить и в чай, в любые напитки. Включаем растительные источники белка, немного полезных жиров для стабилизации сахара, к примеру, сливочное масло или масло ги. Ги правильно приготовлено должно быть. У меня есть видео про ги, и вы можете посмотреть, как быстро его приготовить. Есть много других рецептов, но вот этот довольно-таки хороший. Когда вы покупаете в магазине ги, это, скорее всего, топленое масло, к сожалению, поэтому очень важно правильно готовить ги. Исключаем хлеб из белой муки, магазинные сладкие каши, соки, мюсли с сахаром. Примеры завтраков при диабете, к примеру, аюрведическая каша. Основа – киноа или амарант, или гречка. Варим на воде или кокосовом и миндальном молоке, а можно добавить, вы сварили сначала на молоке, потом добавили кокосовое или миндальное молоко. Добавляем такие специи, как кардамон, куркума, щепотка буквально корицы, семена чиа и льна и немного кокосового масла или ги. По желанию можно чуть-чуть добавить ягод. Конечно же, при диабете нельзя есть манго, нельзя есть банан и нельзя есть финики. Поэтому вы можете добавить небольшое количество ягод, таких как черника, малина, с небольшим количеством ги. Они могут быть как свежие, так и сухие. Это вот такая вот хорошая каша. Второй вид завтрака при диабете – это овощное тушеное рагу с тофу или хумусом. Что можно использовать? Это брокколи, кабачок, цветная капуста, немного моркови. Тушим с куркумой, имбирем, фенхелем и кориандром. Можно еще какие-то специи добавить, типа гвоздика, корица. Добавляем ложку хумуса и кусочки мягкого тофу. Это хорошие белки, хорошая клетчатка. Поэтому, если у вас есть такие продукты, вы их любите, это можно смешать. И третий вариант аюрведического завтрака, я бы даже сказал, такой напитка плюс орехи, потому что есть люди, которые не любят каши, не любят тушеные овощи, любят что-нибудь немножко перекусить. Я, к примеру, тоже очень часто после тренировки, я делаю себе там стакан миндального молока, энергетического такого молока с финиками. Вот в этом видео я рассказывал, как такое сделать. И просто ем его вместе с орехами. А иногда просто, так как я опаздываю на работу, беру с собой в машину, и по дороге я его пью, заедаю орешками. Итак, аюрведический напиток плюс орехи. Чай из корицы, фенхеля и кардамона можно сделать, добавить туда имбиря. Если особенно такой чай, хорошо, когда у вас просто мало аппетита. И замоченный миндальный 5-15 штук, миндальный орех, плюс небольшое количество грецкого ореха и энергия оджаса. Имейте в виду, это то, что улучшает энергию и поддерживает оджас. Помните, я рассказывал о том, что оджас – это как раз та сила, и при диабете она часто портится, уменьшается. И поэтому 5, 10, 15 миндальных орехов, небольшое количество грецких орехов, это все будет давать и увеличивать оджас. А вот этот напиток, про который я говорил с финиками, конечно же, его нельзя во время диабета, потому что там много фиников, то есть сахар пойдет сразу вверх.
Это можно для всех тех, у кого нету диабета. Но тем не менее, напиток очень хорош, рекомендую. Для ребенка питание должно быть довольно-таки мягким. Можно сделать кашу из амаранда, киноа, теплое растительное молоко, корица, ги, семена чиа. Это легкий питательный завтрак. В общем, вот такие варианты завтраков. Кстати, пишите, пожалуйста, какие завтраки делаете вы, особенно если у вас диабет первого типа или у ваших родственников диабета первого типа, потому что многие полезные рецепты могут быть полезны также другим людям. Ну и, конечно же, после завтрака важна легкая физическая нагрузка не сразу, а через часа полтора. Прогулка очень помогает. Чирак Самхита, вот желтенькая книга, которая стоит сзади меня, она говорит о том, что после еды очень важно прогуляться хотя бы 100 шагов. Я, кстати, часто публикую выдержки из разных аюрведических текстов в своих сообществах, на YouTube в том числе, поэтому смотрите. Порция должна быть еды не слишком большая, это очень важно, потому что любое переедание, особенно при диабете первого типа, завтрак, это всегда будет вызывать скачок инсулина. Итак, подведем итог. При диабете первого типа завтраки – главный прием пищи для стабилизации сахара. Завтрак должен быть теплым, насыщенным специями, с низким гликемическим индексом и поддержкой агни и иммунитета. И исключаем быстрые сахара, то есть продукты промышленной переработки. Берегите свое здоровье, очень важно это делать, особенно при диабете.